Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим торт, наделавший столько шумихи по всей России. В 2015 году ко Дню города власти Москвы объявили интернет-голосование на лучший торт «Символ Москвы». Победителем стал ореховый торт со сгущенкой. Именно этот сладкий огненно-красный торт с громким названием «Москва» мы сегодня и будем готовить. Сначала приготовим белково-ореховые коржи для торта. Этот торт часто готовится из 4 коржей, но у меня будет 6. По правилам коржи готовятся с фундуком, но я взяла фундук с арахисом 50 на 50, 200 граммов арахиса и 200 граммов фундука. Теперь их нужно обжарить в духовке при температуре 170-180 градусов до появления орехового запаха. Вы, конечно, можете готовить только с фундуком или какую-то часть заменить другими орехами. Даем обжаренным орехам остыть и, насколько это возможно, очищаем их от шелухи. Очищенные орехи измельчаем в чаше блендера, так чтобы получилась неоднородная ореховая крошка с вкраплениями крупных частиц. Сильно мелко измельчать не нужно. Выливаем в чашу миксера 280 граммов белков комнатной температуры. Добавляем щепотку соли и начинаем взбивать на небольшой скорости до устойчивой пены. До того момента, когда появилось много-много воздушных пузырьков одинакового размера. Постепенно увеличиваем скорость миксера до средней. Теперь в несколько приемов добавляем 310 граммов сахара. Каждый раз даем время сахару разойтись секунд 20-30. В результате должна получиться блестящая стабильная меренга, которая не выпадает из чаши при ее переворачивании, и крупинки сахара полностью растворились. Высыпаем в получившуюся меренгу дробленые жареные орехи и перемешиваем силиконовой лопаткой до их равномерного распределения в меренге. Выпекаем на противне застеленным тефлоновым силиконовым ковриком или силиконизированной бумагой для выпечки. Готовую ореховую меренгу визуально делим на 6 частей и поочередно выкладываем круги при помощи кольца диаметром 20 см. Распределяем меренгу ровным слоем и аккуратно снимаем кольцо. Устанавливаем его рядом и выкладываем следующий корж. Я буду выпекать сразу на 3 уровнях все коржи одновременно. Отправляем в заранее разогретую до 150 градусов духовку на 5 минут. Затем убавляем температуру до 100 градусов Цельсия и допекаем еще 2 часа, установив режим конвекция. Даем готовым коржам полностью остыть в духовке, а затем достаем и снимаем с них тефлоновый коврик. Можно сложить стопочкой и пока убрать в сторону, ждать своей очереди. Приготовим вкуснейший масляный крем с фундуком и вареной сгущенкой. 310 граммов фундука для крема обжариваем на сковороде или в духовке. Даем немного остыть, а затем по максимуму, насколько это возможно, очищаем от шелухи. Измельчаем подготовленный фундук в чаше блендера в мелкую крошку и пока отставляем в сторону. 340 граммов сливочного масла жирностью 82,5%. Взбиваем до бела и до пышности на средне-высокой скорости миксера. Сливочное масло нужно достать заранее из холодильника и дать ему согреться при комнатной температуре. Перекладываем 700 граммов вареной сгущенки в отдельную емкость и взбиваем этими же венчиками примерно 1 минуту, чтобы она смягчилась и стала однородной. Вареная сгущенка, как и масло, должна быть комнатной температуры. И теперь небольшими порциями добавляем в смягченную сгущенку во взбитое сливочное масло и перемешиваем на небольшой скорости до полного объединения ингредиентов. Каждую следующую порцию сгущенки добавляем после того, как предыдущая хорошо вмешалась. Сразу откладываем приблизительно 400 граммов масляного крема без фундука в отдельную емкость. И пока отставляем его в сторону, он нам понадобится чуть позже для покрытия и выравнивания торта. В оставшуюся часть крема выкладываем подготовленный фундук, перемешиваем, добавляем коньяк и продолжаем перемешивать. Коньяк можно и не добавлять, но с ним получается ароматнее. К тому же коньяк здесь является еще и консервантом. Вкуснейший масляный крем с фундуком и вареной сгущенкой готов. И теперь у нас все готово для сборки торта. Я буду собирать торт на доске, застеленной силиконовым ковриком. Поочередно намазываем все коржи кремом, кроме верхнего, и разравниваем. Я предварительно взвесила свой крем и разделила его вес на 5, так как в торте у нас будет 5 кремовых прослоек. У меня получилось по 200 граммов крема на каждый слой. Также можно просто разложить все коржи на рабочей поверхности и распределить крем так, чтобы везде было поровну. А затем аккуратно собрать торт, укладывая коржи друг на друга. В процессе сборки нужно следить, чтобы торт был ровным.
Убираем собранный торт в холодильник или в морозильник, чтобы масло в креме немного застыло и торт стабилизировался. Затем достаем его и для удобства устанавливаем на поворотный столик. Оставленным масляным кремом покрываем торт сверху и по бокам и выравниваем поверхность. Убираем его в морозильную камеру на несколько часов, чтобы он замерз. А пока приготовим изюминку этого торта – ярко-красную зеркальную глазурь для покрытия. Как ее приготовить, оставлю ссылку под видео в описании на подробный видеорецепт. Покрываем торт зеркальной глазурью. Противень застилаем пищевой пленкой или силиконовым ковриком. Сверху устанавливаем какую-нибудь устойчивую возвышенность и достаем торт из морозильной камеры. Сразу же заливаем торт глазурью рабочей температуры. Оставляем его и даем глазури стечь. Когда глазурь перестала течь, снимаем торт и переставляем его на подложку или на блюдо для подачи. Для украшения торта растапливаем 50 граммов белого шоколада. В микроволновке или на водяной бане, как кому нравится, главное не перегреть шоколад. Делаем на торте надпись «Москва», а по краю торта наносим узор. Вот у нас и готов сладкий символ столицы. Торт, который претендует войти в историю кондитерского искусства наряду с киевским, Прагой, сказкой